Добрый день. Итак, друзья мои, могут быть небольшие помехи интернета, потому что опять дождь. У нас тропики никак не заканчиваются. Это просто ужас какой-то. Даже мир сошел с ума, льет и льет сутками, как из рога. Итак, э, вчера, хотя очень намеревалась все убрать, но уберу, наверное, сегодня, потому что ужасно устала вчера до такой степени, что просто завалилась спать. Больше ни о чем думать не могла и не соображала. Сегодня я все уберу по коробочкам, разложу и уберу подальше. Потому что теперь время других ритуалов. Итак, дорогие друзья, на фоне вот этой красоты хочу с вами поговорить, по крайней мере, не я, а люди, которые отправили голосовые и очень просили их озвучить. Я, с вашего позволения, выключу свет. Почему? Потому что тратит энергию и плохо ловит интернет, когда при включенной вспышке. Значит, первое, что я хочу вам сказать. Мои уже старые подписчики, старые это не в том смысле, что они старики, а подписчики, которые давно у меня на канале, уже знают многие аспекты и прочее, прочее. Но новички иногда задают не очень корректные, глупые вопросы. Я хочу вам сказать, если вам так интересно шастать по всяким этим говносайтам и говноканалам, которые гавкают против меня, а у них больше ничего не остается, я ведь весь кишлак построила и дала им по мордасям, поэтому, естественно, им очень обидно, им хочется как-то мне ответить. Если вам интересно шастать там, то шастайте там. Но приходите у меня спрашивать, какие-то вопросы задавать, я устала. Я об этом уже и снимала, и объясняла. Я говорила и про голосовые, о том, как вырезки моих голосовых себе в удобном положении выставили. И вообще обо всем. Одно и то же мусолить говорить, я устала. Пускай мусолят они. Вы знаете, что я такой человек. Я один раз даю по морде, а потом теряю интерес абсолютно к этим людям. И все, и мне абсолютно вот параллельно, что они снимают, чего они говорят. А интерес бывает в начале, у каждого нормального, адекватного человека есть интерес, когда затрагивает его имя, ему интересно, что случилось, почему, за что я не то сделала, чем я кого обидела. Хочется понять. Когда ты понимаешь, что там обыкновенное сборище завистливых тварей, которые просто даже не зная тебя, хотят тебя оболгать и облаять, ты понимаешь, что их цель просто, знаете, так говоря современным языком, хайпануть на твоем имени. То есть они ничего из себя не представляют и хотят просто на имени известного человека сделать себе имя. Ведь мое имя привлекает людей, люди приходят, смотрят, интересуются, да, и просмотры. Некоторые даже рекламу себе включили, чтобы свои сраные несчастные копейки заработать, не сдохнуть с голода. И поэтому сидеть сейчас, обсуждать этих нищебродов, что они сказали, что показали, абсолютно наплевать. Они рыщут по сайтам, ищут похожие какие-то слова в моих контекстах, еще где-нибудь. Понимаете, я уже говорила и повторяюсь, люди, которые никогда ничего не создавали, они считают, что если ты какие-то темы общие по психологии или по магии или по другим аспектам берешь, собственно говоря, и обсуждаешь, значит, вот это взято там, это тут. Это говорят люди, которые никогда ничего не создавали. Это бесполезно говорить. Одно и то же мусолят, одно и то же везде. Когда начинает одно и то же, я понимаю, все, уже проигран бой ими по самой простой причине, объясню. Потому что люди, которые одну и ту же тему начинают снимать, друг у друга брать, значит, у них больше ничего нету против тебя, понимаете? Больше ничего нету, нечего говорить, поэтому одно и то же. Как начинается мусоливание одной и той же темы, ты думаешь, все, проиграли, больше у них ничего нету. Ну вот они последний козырь из рукавов достают и начинают махать ими. Мои личные фотографии,
фотографии ставит у себя на главном фото в аватаре на канале. Для чего? Чтобы я нервничала. А я всегда говорю, но если у вас нет личной жизни, если вас никто не целовал и не обнимал, вам нечего выставить своего, то хотя бы мою радость и мою любовь выставляйте и радуйтесь, что где-нибудь есть любовь, понимаете? Ну, правда, не у вас, конечно, но она есть. Ну, а что еще говорить людям, которые твою семейную фотографию выставляют у себя на канале? Это дешевые существа, которые хотят тебя якобы вывести. А я всегда говорю, если у вас нету своей любви, хотя бы моей любовью радуйтесь. Если у вас нету денег, чтобы показать достойный алтарь, если у вас нет украшений, вы берете мои фотографии. Это вы только делаете мне комплимент. Понимаете, ворует у того человека, у кого есть что своровать. Если бы не было что воровать, вы бы у меня не воровали. Правда, я бы у вас забирала и ставила у себя на аватаре. Раз вы мое берете, значит берите, раз уж своего нету. И последнее, что я хочу сказать. Я об этом снимала прям целый эфир. Называлось «Закроем эту тему». И вы знаете, что самое смешное, что ведь эти существа прекрасно знают правду. Как Челентано говорил, обожаю слушать вранье, когда знаю правду. Знаете, вот они прекрасно знают, они видели эти эфиры, они прекрасно понимают, о чем говорят, но они хотят убедить новичков, то есть людей, которые новые, да, отвести от пути, что вот, посмотрите и так далее. Этот вопрос уже задавали миллион раз. Вот последний раз показываю, больше не будем к этому возвращаться, потому что мне надоело. Вот, Инга, вот там показали, вот вы через зеркало снимали себя, вот там крест. Вот они говорят, что вы крест носите. Я крест никогда не носила, я не крещенная, именно поэтому я сильнее многих. Потому что я не с христианского эгрегора пришла, а я никогда не была рабыней и никогда не поклонялась Богу Яхве. Никогда. И не поклоняюсь, и поклоняться не собираюсь. Так вот, я крест никогда не носила. Но если есть люди, они прекрасно видят, что это не крест. Замечательно они знают, я показывала это, говорила. Но если люди специально это показывают, им просто больше нечего показывать. Ну, нечего больше. Показываю еще раз для особых тварей. Особых. Вот это, дорогие друзья, это не крест. Это богиня Лилит. Это подвеска Лилит. Издалека, если так вот издалека смотреть, он, может быть, где-то напоминает крест. Это Лилит. Не путают они ни с чем, Светлана. Ничего они не путают. Они прекрасно знают. Прежде чем такое выкладывать, они 100 раз уже слышали мой рассказ и мое видео, и показывала я, и в книге там есть мое фото с этим, да. Они все равно одно и то же мусолят, потому что им так хочется. Нету там слепых, там подлые. Прекрасно они знают. Они что, не видели 100 раз? Я показывала и говорила, и украшения показывала, и даже один раз специально эфир посвятила, и показала несколько таких вот крылатые божества издалека, напоминает крест. Если носить Ахура-Мазду, понимаете, издалека, крылатый Ахура-Мазда тоже напоминает крест. Вот о чем они говорят. Вот это вот, видите? Вот крест, посмотрите, сама носит крест, сама врет и так далее, и так далее. Вот она. Она напоминает крест, но если так приблизить, но здесь нечеткая картина, прекрасно видно, что это вот это украшение, вот оно. Поэтому давайте не будем вот одно и то же мусолить. Мне надоело, правда. Да мне, честно, вот сейчас скажу не по-культурному, мне посрать, что они там выкладывают. Вот реально. Вообще срать. Извините, конечно, за выражение. Потому что у них больше не о чем. Я же говорю, я проехалась по их кишлакским мордасям, и это очень обидно. Они хотят как-то отомстить и пытаются мстить. Очень дешево, очень несчастно, очень глупо, очень тупо. Какие-то песни мне посвящают, какие-то дурацкие клипы, где там приклеили лицо, и там каких-то мужиков еще рядом приклеили, которые вместе со мной танцуют. Ну хрень собачья, детский сад. Если бы это делали школьники, да, я бы как бы поняла, о чем речь. Потому что это школьники, еще недоразвиты, еще мозг не дорос и так далее. Все, хватит, не отвлекай меня, Анна, никакими вопросами. Но когда это делают женщины, у которых уже дети скоро женятся, а может, некоторые уже женились и создали семьи, ты уже понимаешь, что мы живем в окружении такого быдла,
что аж страшно становится за будущее наших детей. Представьте, взрослые тетки сидят каждый божий день, одну и ту же хрень мусолят. Ну просто. С другой стороны, скучно. Вы поймите, вот смотрите, у тебя полно дел, тебе нужно это делать, то делать. Я сегодня легла под утро и проснулась очень рано, чтобы убраться дома, потому что я не люблю, когда дома не убрано. Постирала, поверите, повесила все это, сделала. Теперь я хочу пойти заняться волосами, собой. Но заодно я буду отвечать на вопросы. Вот я буду делать дела, там, нанесла маску, ответила на вопросы. Пошла, извиняюсь, искупалась, вышла, опять отвечаю на вопросы, пока я пшикаю волосы там чего-нибудь. То есть у меня нет времени, понимаете? А это бездельники, это шайка бездельниц просто, которые сидят, и не только там женщины, мужчины тоже якобы есть, в кавычках. И, естественно, им весь день абсолютно заняться нечем. Ну вот нечем людям заниматься, поймите. И чтобы не было скучно, они вот сидят и думают, а давайте вот этого доведем, а вот давайте вот так вот сделаем. Они не понимают, что они играют с огнем, и не понимают, что такие вещи, которые они творят, очень плохо отразятся на их жизни. Две девушки из Казахстана, которые снимали вранье про меня, я помню, специально снимали. После тех событий в Казахстане, когда, помните, драка была между армянами там и так далее, в пьяном этом баре. Какая разница, пьяные мужики подрались, они могли быть любой национальности, но многие это использовали. И вот началась охота на армян, писали столько гадость, столько дерьма. Я просто читала, я диву давалась, как может народ такое просто себе позволять. Но позволяли. Под роликами, где дети танцуют, писали, вас всех армян надо вырезать и так далее. Но перетерпели этот момент, это прошло, этот психоз. И вот, узнав, что я армянка, они начали снимать очень много роликов против меня снимается на национальной почве. Хотите, верьте в это, хотите, нет, много. Именно на национальной почве, именно к ненависти, вот основан на ненависти к моему народу. Я знаю это, я это чувствую. Хотя они об этом не говорят. Говорят, мол, мы за справедливость, мы это, но у них все время выскакивает. Армянка, это армянка, армянская тварь. У них все время это выскакивает, и я это знаю. Понимаете? Я это чувствую, вижу, и люди разумные тоже видят. Основано на ненависти к армянам. Так вот, вот эти две девки, которым по 19 и, наверное, 20 лет, сняли ролик, якобы я обещала вернуть их мужей. Причем снимают в одном и том же общежитии, видно, что студентки живут вместе. Вот у меня 4 детей. А когда ты успела 4 детей родить, шалава, если тебе 18 лет еле-еле исполнилось? 4 детей, я обещала там мужа вернуть. И вот где они сейчас, эти девки? Вот спросите, вы говорите, вот что с ними случается? Вот где эти девки? Кто его знает, что у них в жизни случилось? Я им сказала, девочки, вы очень плохо начинаете свою жизнь, вы плохо закончите. Вы начинаете с грязи, с вранья. Просто взяли, вас попросили, вы взяли, сняли. Одна была девушка, не буду говорить откуда, сняла, сказала, что я у нее взяла $2000, чтобы сказать, она беременна или нет. И вот, посмотрите, я пошла, купила тест, а оказалось, что она не беременная. А вы зачем вот деньги взяли, а сказали, что беременна? Вы можете представить логику людей, когда они врут? $2000 мне заплатили, чтобы я сказала, беременная ты или нет. А что, не могла пойти купить за 100 рублей тесты и посмотреть? Надо было $2000 заплатить мне, чтобы я тебе погадала и сказала, ты беременна или нет? Вы понимаете, вот до блевотины вранье тоже должно иметь какой-то какой-то тормоз, понимаете? Такой тормоз должен иметь вообще вранье. Или хотя бы так врать, чтобы люди поверили. И как один там полутьме сидел, снимал, что вот я отдала ей 2 миллиона, чтобы меня на 15 суток не посадили. Я говорю, зачем 2 миллиона отдавать, если ты можешь 10 тысяч сунуть в карман начальника милиции, он тебя отпустит. Понимаете, когда человек врет, вот они даже не знают меня. Вот им сказали, вот так скажешь. И вот они говорят такой абсурд, что люди, которые меня знают, понимают, что это вранье, что это сочиняют на ходу. Но они даже не зная меня, соглашаются на такую вещь. Много мерзости на земле, привыкайте к этому. Поэтому я вам показала еще раз, уважаемые люди, давайте не будем все время отвлекаться на это. Это не крест. Это богиня Лилит.
Все. Я крест не носила и никогда не буду носить. Если бы носила, я бы вам сказала, да, вот захотелось как крест носить и носила. Сказала бы серьезно. Но если этого не было, что мне говорить-то? Зачем мне это надо? Если я работала с иконами, я работала перекид болезни на них. И то, я сказала, иконы, которые ставились, делались для перекида болезни. И все. Причем самое смешное, они сидят, слушают, да, что-нибудь такое. Бегут снимать что-то такое похожее. Дебилизм. Кишлак есть кишлак. Ну, вот от того, что вы, понимаете, от того, что вы будете всякое там гавкать, вы не станете лучше, вы так и останетесь кишлаком. Дальше. Значит, и напоследок скажу, что если я прекращаю вообще говорить о них, это не потому, что умные, и они там вот свое там как бы продвинули вперед. Вот есть такое выражение, если человек перестал с тобой спорить, это не значит, что ты умный и прав. Это значит, что он понял, что ты тупой. Вот и все. Понимаете? Перестал спорить, понял, что ты тупой. А не потому, что ты прав. Вот и все. Собственно, на этом остановимся. Дальше. Я понимаю, какие люди идут туда. Я вам скажу, какие люди идут туда. Сегодня я открыла и посмотрела некоторые комменты зрителей, которые, ну, не удивили меня, но натолкнули на мысль, и я поняла, какие люди идут туда. Не только те люди, которые были посланы, не только те люди, которым я не согласилась вернуть мужа, еще что-нибудь, а еще люди завистливые. Сегодня я открываю и читаю, где я сказала, что богатство вызывается атрибутами богатства, а не маркерами и не на бумагах. И это правда. Потому что духи богатства должны видеть деньги, украшения, прийти и приумножить. А когда ты пластиковые какие-то стаканы ставишь, дорогие друзья, вы заходили в церковь, в мечеть, это поклонение, да? Поклонение силе, божеству, которому поклоняются много миллионов людей. Скажите, в мечети и в церкви вы видели пластиковые бутылки, пластиковые эти стулья? А может быть, вы там видели из целлофана алтари? Или вы видели пластмассовые утвари? Нет. Там золото, драгоценности, там кожа, там мех, там ковры, там дорогие вещи, там серебро, понимаете, и так далее. Почему? Потому что это место поклонения. Ты уважаешь силу. Сила, которая дает деньги, богатство, благополучие, это те силы, которые руководят нашей судьбой, руководят нашим миром, мирозданием. Вот представьте, что вы принимаете царя у себя дома. Что вы ему поставите на стол? Пластиковые тарелки, пластиковые бутылки, целлофан там постелите? Наверное, нет, правда? Вы поставите позолоченные тарелки. Если у вас таких нету, значит, положите на стол самые дорогие, что у вас есть, вытащите. Новую скатерть, красивые стулья. Если у вас нет, у соседа попросите, чтобы выглядеть нормально. Почистите дом, помоете, приведете в порядок, чтобы встретить дорогого гостя. Вот о чем я хочу вам сказать. То же самое касается магии. Если вы призываете силы, которые руководят мировыми деньгами, которым обращаются мировые банкиры, арабские шейхи, миллиардеры, нефтяники. Вы представляете, это силы фарта, это силы, дающие деньги, это силы, приносящие, значит, благополучие и так далее. Если вы не понимаете, что это сила, которая руководит мировой казной, богатством и деньгами, то как вы можете, какой почет от вас эта сила получит? Она не увидит от вас почтения и не даст вам ничего. Вы понимаете, привлечь деньги, взять там бумагу MP3, написать на этой бумаге какие-то там цифры или какие-то слова, потом эту бумагу завернуть, потащить в сумки и думать, что тебе деньги придут, это весьма наивно.
Деньги заманивают. Вот это слово «деньги заманить» – это не просто так. У купцов были тысячи всяких там ухищрений. У них были талисманы денежные, заговоры денежные. Понимаете, у них были заговоренные купюры. Они по утрам там на мед читали, на то читали, на товар читали. Они на какие-то кольца читали, покупали специально очень дорогие камни, делали из них кольцо, например, успеха, заговаривали это кольцо или у кого-то просили и так далее. То есть, понимаете, призывать богатство на нищий стол не бывает. Теперь, утром просыпаюсь, читаю. А что, вот потом это все относить нужно духом оставлять? А кто отнесет свою шубу, оставит и украшения? Думаю, либо ты тупая, либо ты специально это пишешь, знаешь, от нехер делать. Вторая пишет, ой, не всем же дано такой вот алтарь. Еще внизу там на комментарий что-то ответил, написал, ну, было бы что завидовать здесь. Теперь смотрите, ее комментарий первый. Не всем же дано такой алтарь, уже говорит об элементах зависти. И тут же говорит, ну, было бы чему завидовать. Люди, которые все время говорят, ой, ну, было бы завидовать, да что там завидовать, они самые завистливые. Потому что если человек не завидует, он вообще ни о чем не говорит. Но человек, который все время подчеркивает, вы заметили, когда человек пытается убедить в чем-то, он поднимает голос, он кричит, он все время на это указывает. Ой, было бы чему завидовать, что там завидовать, уродка и так далее, так далее. Это значит, ты красивая. Помните это? Какие там сапоги? Ой, нехорошие туда-сюда, понятно. Хорошие сапоги надо брать. Вот если вам говорят, что нечему тебе завидовать, значит, есть чему завидовать. Если вам, например, берут фотографии, уродуют или все время делают акцент на твою внешность, это значит, ты красива. Ты у них вызываешь зависть, потому что человек подсознательно пытается браковать то, что его раздражает. Вот почему пытается браковать мои ритуалы. Это их раздражает, потому что оно работает. И знаете, железная логика таких людей в чем состоит? Вот люди говорят им, послушайте, ну вот все, что вы говорите, ладно, скажите, что хотите. Но а как быть с тем фактом, что у людей это работает, меняет жизнь? Они говорят, ну, может быть, там у кого-то и помогает, не спорю, но вы понимаете, это надо анализировать. Вы не понимаете, это работает не через ту силу, а через эту силу. А людям похеру, через какую силу что работает. Понимаете? Людям это помогает. И они говорят, мне помогает, мою жизнь меняет. Что вы хотите? Я живой свидетель того, что меняется жизнь. Значит, человек работает, значит, оно меняет, что вам надо. Ответ такой, ой, вы даже не анализируете, вы даже не понимаете. То есть логика такая, мы никто, мы ничто, мы никому не помогаем, мы никому ничего не дарили, не сделаем, но нам надо верить, потому что мы хорошие. А там даже если помогает, все равно нехорошо. Это нехорошо, что помогает, все равно надо думать. Это вот она говорит вот такую силу, а это не так, это должна быть другая. Да какая разница людям, какая сила, чего и так далее. Им плевать, понимаете? У людей приземленные желания продать дом, купить дом, выйти замуж, родить ребенка, жить в достатке, получить хорошую зарплату, открыть свою фирму, я не знаю, выиграть конкурс, поехать в другую страну. У людей приземленные желания, и эти желания получаются, сбываются. И люди говорят, вот я живой свидетель, вот у меня получается. Что вы хотите? Вы говорите, нет, нет, вот вы даже, ой, с вами даже спорить, вы зомбированы, или вы проплачены, вам деньги дали, потому что иначе бы вы не говорили. Я вообще Рокфеллер, знаете, я там миллиардер, я всем деньги даю. Вот уж сколько тысяч человек пришли, всем деньги дала, все там купленные мной. Но это ладно. То есть о чем речь? Речь о том, что логики ноль. И поэтому не о чем говорить. Уже все, что надо, сказали, все, что надо, объяснили. И последнее я вам показала, что это Лилит, подвеска. Больше ни о чем говорить не будем. Прекрасно они знают, что они делают, прекрасно они знают, что они пишут, кому они пишут и для чего, с какой целью. Поэтому плевали мы на это все. Теперь, вначале я хочу показать вам несколько смс. Я отправляла это близкому человеку, чтобы он понял, почему я трачу свои силы и работаю. Я еще даже его смс не открыла. Вот.
Сейчас только открою. Значит, вот я ему написала о том, видишь, как важен мой труд. Потому я отдаю всю себя без остатка, хоть и устаю. Но зато сотни таких смс в день. Пойду снимать эфир. О, меня там похвалили, и мне, и мне хорошо стало. Но я сейчас объясню, что я отправила. Поскольку я очень мало уделяю внимания близким людям, понимаете, иногда бывает чувство вины перед близкими. Реально. Чувство вины перед близкими, потому как ты понимаешь, что ты отдаешь больше другим людям, чем своим близким. Но иногда, чтобы оправдаться, я отправляю им такие СМС, чтобы они поняли, чтобы они поняли, жертвую своим временем и для чего, понимаете? Смотрите, я работаю с семьей. Сначала с женой, потом с супругом. Уважаемая Инга, здравствуйте. Уже писала в отчете, что мне подарили машину. Хотела бы поделиться с вами радостью. Искренне благодарю вас за работу со мной и моим мужем. Огромная человеческая благодарность. Жизнь налаживается, это все только благодаря вам. Низкий вам поклон. Я думаю, что вы понимаете, почему я не выставляю номера этих людей. Потому что вы знаете, сколько шакалов на земле. Вы знаете, сколько зависти ко мне. Естественно, если я буду выставлять фотографии людей, извиняюсь, номера, понятное дело, что они начнут им писать гадости. И я не считаю это правильным и не буду выставлять. Когда нужно, когда они согласны, выставляю, они сами говорят. Но дело суть не в этом. Это буквально несколько, вчера и сегодня я получала ее уже не первый раз и не второй раз, поэтому дальше. Сделала столько ритуалов, сейчас я с нуля. Здравствуйте, уважаемая Инга, хочу поблагодарить вас за все. У меня сегодня был суд, я уйму ритуалов делала. Моя сумка была полна только ритуалов всем палочкой-выручалочкой, орехом заколдованным. Платочек белый, спасительными заговорами вас звала всю дорогу. В суде была услышана, я выиграла все в мою пользу. Правда, 3 часа длилось, завтра буду всеми откупами заниматься. Очень большая крупная сумма, которую она не отдаст, потому что выиграла. Я сейчас просто без сил, очень счастлива. Спасибо вам огромное, еще и без вас и ваших сил, чтобы я делала. Это прощение, потому что нервы трепют своим нытьем. Хотя 100 раз говоришь, идите и делайте. Просто еще раз хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Я была на грани развода, сейчас у нас все хорошо. А ритуалы на удачу в корне изменили мою жизнь. Вы человек-легенда, спасибо за то, что вы с нами. И вам спасибо, что вы цените меня. Искренне цените и радуетесь. Уважаемые люди, если я выставляю ритуалы, я достойно показываю алтари, это не для того, чтобы вас обидеть. Это для того, чтобы вас стимулировать, чтобы вы стремились к этому. Это для того, чтобы показать, как на самом деле призывалось богатство. Что богатство не призывается на грязном полу, в грязной утвари, понимаете, с целлофановыми пакетами. Это не богатство, это нищета. Даже примета есть, что нельзя есть из пластмассовых тарелок, из пластмассовых этих, пить нельзя. Но если только вы вышли куда-нибудь в лес, там сидите, это другой вопрос. Но дома нельзя использовать такую утварь, потому что это привлекает нищету. Нельзя брызгаться дешевыми духами не настоящими, оно привлекает нищету. Нельзя покупать подделки фирм, потому что краденые у этих людей, а это краденая идея, она не приносит удачу. И подделка – это изначально воровство, а воровство может привести не к хорошим последствиям. Что вы не должны жалеть для себя хорошее, если у вас есть возможность накопить. Я говорила, лучше накопите полгода, купите маленький бриллиант, такой маленький, вообще даже незначительный, но он будет бриллиант в золоте. А потом она будет вам помогать
она будет притягивать другие богатства, другие украшения, чем вы будете носить там, я не знаю, тонны бижутерии, понимаете? Лучше настоящий, потому что настоящий обладает энергией. Лучше купить просто маленькую шубу, там полушубку, а потом у вас еще шуба появится. Чем носить дермантин, чем носить заменитель кожи, чем носить эти красители. Мне говорят, вот животных убивают, вам не жалко, вот можно заменители делать. Это вот койот, это дикий койот. От него прям прет энергетика дикого зверя. А я вам сейчас скажу, умники мои, вы говорите, вот можно делать из химволокон, можно делать искусственные шубы. Во-первых, искусственные вещи, искусственные шубы, искусственная кожа приводят к ревматизме. Это раз. Потеет, начинает вонять, и вы прекрасно это знаете. Следующий момент. Искусственная кожа, кожаные куртки заменителя могут привести к раку груди у женщин. В-третьих, эти химволокна, которым вы дышите, они рано или поздно приведут вас к болезни, потому что вы все время дышите химией. А это химия, никуда не денешься. Теперь смотрите, люди выращивают животных у себя на ферме. Они их умерщвляют гуманным путем. Должны делать, по крайней мере. Я не говорю, чтобы их убивали в агонии, это скотство. Но многие убивают током. Или, например, там есть определенные, там сыпят им, они засыпают, их потом умерщвляют, они даже не понимают. Фермерские там леса, например, да, или еще что-нибудь. Вот они выращивают у себя на ферме, никому не мешают. Вы живете рядом, а у него там целая ферма. Но если рядом с вами умные головы построят химзавод, оно загубит просто всю природу, которая рядом с вами находится, загубит миллионы животных ради того, чтобы якобы, знаете, вот нужно на все смотреть логически. Когда мы разучились логически жить, мы начали губить нашу планету. У нас нет логики ни в чем. Нам лучше построить там на старом кладбище дом, даже если это приведет к смерти людей. Пофигу, понимаете? Но построить, деньги заработать. Вот то же самое. Если вы думаете, что химзаводы, которые будут выпускать искусственный мех, искусственные шубы и так далее, это спасение, вы глупые люди. Этих шуб будет у всех. Все будете болеть, все заболеете астмой, потому что будете дышать этой химией. Эти химзаводы загубят всю природу, всю красоту и миллионы жизней и людей, и зверей. Вот вам и цена. А здесь вот это фермерское хозяйство, которое производит шубы, во-первых, к этим шубам стремятся, они дорого стоят. Это статусно, для этого нужно работать, для этого нужно стремиться. Так думают нищеброды, понимаете, всегда, вот, например, смотрю, когда выходят на митинг люди, которым нечего есть, которые бизнес разваливается, и вот нищеброды пишут, вот вышли барыги за свои деньги, вот это. Они не стремятся ни к чему, они всю жизнь лежали, у бабушки возьмут, там стрельнут на сигареты, у кого-нибудь еще. И им непонятна боль людей, которые создали, которых сейчас душат, не дают ни работать, ничего. Сидят и пишут, ни стыда, ни совести, вышло там вирус. Какой вирус, во-первых? Никакого вируса не было в помине, но не поймут они никогда людей, которые это создают, потому что у них нет статуса по жизни, они ни к чему не стремились, понимаете, сидят и брызгают слюной на этот телевизор, мол, какого хрена они за себя борются. Пускай бы дома сидели, как мы. То же самое, что касаемо шубы, украшений и так далее. Это статус, к этому стремиться нужно. Если откроют эти химзаводы, загубят пол страны, и вы все будете ходить в искусственных шубах, вы не будете ни к чему стремиться. Вот оно дешево, доступно, одели и пошли. И болейте астмой, чем хотите. И загубите всю природу, понимаете? А здесь и этого мало, поэтому это дорого стоит. Здесь никому это не мешает. Здесь она не мешает популяции животных. Они размножаются в фермах этих. Давайте не будем ханжами. Вот не убивать животных. А как вы хотите? Вы понимаете, что иногда популяцию контролировать, потому что это животные, не сравнивайте с жизнью человека. А то сняли какой-то фильм, как вот у коров телят забирают, а вы посмотрите, если бы это делали с людьми, может, хватит трындеть, правда? Реально хватит трындеть,
Потому что у коровы другой интеллект. Корова тут же пошла под быка, легла, опять забеременела, родила теленка. А у человека другой интеллект. Человек теряет своего ребенка, всю жизнь плачет. Корова забыла, понимаете, родила нового теленка, уже и не помнит про того теленка. О чем вы сейчас вот речь ведете реально? Понятное дело, что выжимают животных, до последнего выжимают, вытаскивают у них все ресурсы. Это тоже неправильно, это тоже алчность. Но эти фермерские хозяйства, они не губят природу. Время от времени советские власти проводили отстрел волков, отстрел медведей. Сейчас не делается этого. Сейчас за каждого медведя, если ты хочешь отстрел медведя, 5000 рублей. А на севере у людей нет такой зарплаты. Вы представьте, медведи приходят просто в наглую, открыто ходят в деревню, убивают людей. Вы видели отгрызанные медведями людей? Это ужасающая картина. Это вообще страшно. Никому не надо смотреть на это. Так вот, медведи заходят в селение, убивают людей. Людям себя защищать нельзя. Это нормально, вы считаете? Вот медведь, бедники, не надо стрелять. Популяцию контролировать нужно нам, людям разумным, у которых есть голова на плече, понимаете? Я всегда оставляю запись. Поэтому будьте ханжами. Шуба, она нужна, это атрибут богатства. К этому нужно стремиться. Не должно быть шубы у всех и вся, иначе это превратится уже в дешевую вещь. Она должна быть статусной и была. И природа от этого не страдает. И животный мир тоже не страдает. Их выращивают на фермах. Понимаете? И спокойно отдают в шубы. А химзаводы могут загубить всю вашу природу. Дальше. Ну, если они ни с кем не спят, хотя бы пускай интересуются, с кем я сплю. Может, им легче станет от этого. Собственно говоря. Я та женщина, которая никогда не будет одинока, никому не нужная и покинутая. Просто я сама делаю свой выбор. Если человек в моей жизни сыграл свою роль, я отпускаю этого человека, точнее, изгоняю из своей жизни и начинаю другую жизнь. Но это никого не делает, это моя личная жизнь. Ну, конечно, они же, как говорила наша Фая, голодный собаклар, сидят и смотрят, кого я люблю, с кем я сплю, не ваше собачье дело. С кем я сплю, с ним вы тоже захотели бы спать, уверяю вас. Но хрен из два он на вас, на кишлакских вонючих ослиц посмотрит. У него вкус есть, между прочим. Он на всяких там этих непадки. Так, пойдем вперед. Не хотел, конечно, говорить, но аж слюной забрызгали на весь экран. Его посмотрели, увидели случайно. Боже мой, да что ты, выставили? Очень хорошо, я рада, что его выставили. Вот посмотрите, какой должен быть настоящий мужчина, а не как малохольный чмошник этот, Шнабачкин, усатый придурок. И остальные, которые даже телефон... А, кстати, этой потишке, видать, муж все-таки телефон разрешил в руки брать. Рабыня Изаура тут же воспряла духом. Какое счастье. Я никогда не была рабом мужчин. Я была любимой женщиной. Меня любили, обожали и будут любить. А вы кто? Иди к своему малохольному усатому. Он то сюда бегает, то туда бегает. Лично мне никогда никто не изменял. Никогда. Я выгоняла из своей жизни, и с большим трудом уходили. Но чтобы я бегал за мужиками, и тем более за теми, кто изменяет, ну, конечно. Так кто смотрит на этот кишлак? И я уверена, что они все золотыми зубами, по этим колхозным рукам уже видно, что это за кишлак. Вот этот лак поноса, знаете, вот терпеть не могу. Это всегда, вот заметьте, всегда колхозные кишлакские бабы именно такой лак и мажут почему-то. Такой сверкающий цвета поноса лак. Я вообще не понимаю, в чем. И вот эти вот остренькие, такие остренькие, знаете, сразу видно, что вкуса нет у человека вообще. Вот там все, что у него вся бижутерия надета, чтобы я вот прям удивилась. Ой, сколько там украшений, боже, батюшки. Нет. Наши мужчины с золотыми зубами девчонок с базара не очень жалуют. Знаете, армяне, они такие импозантные, как бы скажем так,
Они очень народ со вкусом. Поэтому они, ну, на таких кишлачек не заглядываются. Поэтому вам единственное, что остается, конечно, это смотреть на его фотографии и брызгать слюной. Что, собственно, вы и делаете. Единственное, люди, я знаете, о чем хочу сказать? Вот только я понимаю, что отвлекаюсь, но просто посмеемся вместе 5 секунд. Погодите секунду, сейчас найду просто. Ой, ну, чтобы не быть голословной. Ну, это вообще, это ужас какой-то тихий. Это тихий ужас был. Погодите. Блин, да где он? Где? Во. Вот посмотрите сюда. Ну вот, что это такое, если не шизофрения? Ну, больной человек, вот долбанутый, вы говорите, вот там, как чего. Посмотрите сюда, что тут написано. Кстати, Ингуля заказывала сама на него обряд, егилет, сексуальная привязка. Он сейчас под ним. Я просто сниму это, и вот увидит настоящую Аню. Еще спасибо мне скажет. Это я у Шнабак заказывала приворот на него. Вот. А теперь она вот снимет этот приворот. Ну что это, если не шизофрения? Вот скажите, что это? Что это? Шизофрения. Мы, конечно, долго смеялись дома. Охренеть. Он мне пригрозил, что сейчас поедет к Шнабак снимать это Егиле. Я, говорит, сейчас поеду, сниму и посмотришь, что будет. Не, еще раз посмотрите, во. Это ж не я придумала, правда? Во. Я заказывал у Шнабак приворот на человека. Понимаете, это я пошла, у нее заказала. А вы говорите, вот, посмотри, это неадекватные люди, это сумасшедшие. Просто раньше их закрывали в Кащенко, а сейчас как-то они психи гуляют на воле. Ну вот о чем? Ну вот о чем тут говорить? Что говорить? Это серьезно? Можно их воспринять? Кстати, Ингуля заказывала сама на него обряды. У него пошла к Шнобель, говорит, пожалуйста, приворожи его ко мне. Сексуальную привязку Егилет. Ага. Он сейчас под ним, я просто сниму это, и он увидит настоящий, ну, вот и так далее. Еще спасибо мне. Вот Шнабак сделала мне по заказу, а теперь просто снимет. Это называется шизофрения, когда люди придумывают себе что-то и сами в это верят. Воспринимайте дальше всерьез, если хотите кто-нибудь воспринимать таких людей всерьез. Я не против. Я вообще не против. А вы говорите, пожалуйста, я же не придумываю. Ну что ты, она великий профессионал по сексуальным привязкам. Да сумасшествие. Сумасшествие. На полном серьезе. Слушаем. Здравствуйте, дорогая Инга и Яночка. Вот мой небольшой отчет по как меняется моя судьба к лучшему благодаря. И кризис оборачивается мне на пользу. До кризиса у меня большая была проблема затяжная с приватизацией жилья, так как я сделала перепланировку в муниципальном помещении, и легализовать это довольно дорого и сложно к тому же. И вот у меня уже год эта темночка длилась. Я думала, заработаю денег, и на потом откладывалась. Извиняюсь, я это уже показывала. Я не туда нажала. Сейчас попробую начать с того, где я еще не показывала. Все. По-моему, вот это. Здравствуйте, уважаемая Инга. На вашем канале... Это у нас с интернетом проблемы. Я извиняюсь, сейчас включу еще раз. Ой, как же мне этот... Если честно. Надеюсь, он дотерпит. Погодите, сейчас переключу. Вот, вроде включилось. Это у нас из-за дождя вот это все хрень творится. Постоянно, ну. Так, выкидываю тех, кто мне на нервы что делать. Изучите канал, там все сказано. Каждому второму сейчас я буду лично свой номер давать, ага. Здравствуйте, уважаемая Инга. На вашем канале я уже 2 с лишним года периодически делаю разные ритуалы, но особенно полюбились мне разные чистки, потому что после них
хоть и ненадолго, но открывается денежный поток и удача. Особенно хочу рассказать про то, как я провела кофейную чистку 3 ночи подряд, и какие после нее были результаты, которые меня очень удивили. Примерно через месяц я узнала, что у меня ВИЧ. И что оказывается, что инфицированная ВИЧ-инфекцией я уже очень давно. Давайте тут поправлю. Это врачи вам сказали, что у вас ВИЧ. А на самом деле ВИЧ-инфекции не существует. Это точно такая же мировая афера, как и этот коронавирус. Точно такая же. Для того, чтобы большие деньги вкладывать в фармацевтию, для того, чтобы выписать людям очень сильные таблетки. Люди, которым говорили, что у них ВИЧ, они просто махали на это рукой и никуда не ходили. Проходило много лет, они женились, у них дети, все здоровые. Через некоторое время идет, сдает другой поликлинике анализы, где никто ничего не знал. Ничего, нигде ничего не показал. А он хотел покончить с собой. ВИЧ – это точно такая же придуманная афера, точно такая же, как и вот этот вирус, который придумали и просто-напросто до такой степени преступно зажали людей, что нарочно не оказывает помощь, нарочно на днях умерла женщина, которой я сняла сделанную ей порчу и сказала, что в ближайшее время она может умереть. Она умерла, так как надоел уже этот интернет. И вы знаете, ей приписали вот это вот вирус, барановирус приписали ей. Хотя все родственники знают, что она умерла от остановки сердца. Вот и все. Вот надо сейчас создать такой ажиотаж, чтобы потом продавать нам лекарства, делать вакцины дорогие и так далее, и заработать на нас много-много лет. То же самое ВИЧ. Сначала придумали это, и до сих пор это тащат. Конечно же, я сразу прошла нужные обследования и получила бесплатную терапию. И сейчас я ее на данный момент тоже принимаю. И нам нужно. К малышке очень хорошо относится, часто балует ее подарками. Позже я узнала, что, оказывается, я еще больна гепатитом. Какой букет? Конечно, это было потрясение для меня и для него. Потому что он человек военнослужащий, ему вообще такими болезнями болеть нельзя. Мы были, конечно, очень осторожны, чтобы я его не заразила. Гепатит существует. И, как правило, те, которые болеют гепатитом, им ставят еще и ВИЧ. Почему? Потому что гепатит передается половым путем, и туда на всякий можно погнать и ВИЧ. Знаете, на всякий случай. Конечно же, он занял денег и оплатил мне лечение. Вот любящий мужчина настоящий, а не убежал. Позже я ему узнала, что у меня еще есть долг 300 тысяч рублей. Кредит. Конечно, ему было очень неприятно. Мне тоже очень было неприятно, что он узнал, и что он, конечно же, он был не рад. На тот момент я проводила чистки, еврейская чистка, тоже 3 ночи. Скажите мне, пожалуйста, где вы такого мужика нашли? Мы сейчас сидим, адрес записываем. Который, узнав столько всего, мало того, что не убежал, еще балует вашего ребенка. То есть, я так понимаю, он встретился после ритуалов, да, мы не прослушали. Узнав о болезни, помог вылечиться. Узнав о долге, заплатил. И спокойно как бы это все... Вот скажите, где такие мужики живут? Мы хотим знать. Мы, женщины России, требуем. Напишите нам адрес. Может, у него братья есть какие-нибудь, а? Тут свои убегают, блин, узнает ребенок болеет чем-нибудь, убегает, суки. А здесь человек, который просто знает тебя недавно, столько делает.
Конечно, это похвальный, молодец он, я согласна. Но просто вот где они такие дефицитные мужики? Объясните мне. Яду я ее проводила, ну и другие чистки я проводила, такие как избавиться от страданий, соляной столб, чистка паутина. И сейчас, на данный момент, любимый помогает мне выплачивать долг. И просит, чтобы я скорее сейчас вылечилась от гепатита, и мы скорее поженились и родили ребенка. Так, умница моя, все правильно. Давай я тебе по полкам разложу. Во-первых, СПИДа у тебя нет. И эти лекарства, которые тебе приписали от СПИДа, можешь выкинуть нахер. СПИДа не существует. Пройдет некоторое время, пойдешь в другую клинику, сдашь анализы, и они подтвердят, что у тебя ничего нету. Просто сдашь, ради интереса скажешь, сдаю. Не говори только, что у тебя выявляли. Потому что есть врачебная такая, знаете, врачебный сговор, что если один врач сказал, другие должны подтвердить. Пойдешь через, может, вот как вылечишься, пойдешь вообще в другую клинику, где тебя никто... Ну, надоел. Всем приписывают СПИД заодно, ВИЧ. Теперь гепатит ты вылечишь, делай почаще ритуалы, сделай 12 лихоманок, потому что оно помогает укрепить организм, чтобы организм быстро переборол с помощью врачей. Дальше. Да, они боятся, врачи друг друга ничего не говорят, потому что они боятся, у каждого есть рыльца в пушку, у каждого есть свой скелет в шкафу, они понимают, что если вдруг начнется судебный процесс, их пригласят, потом под ними будут копать, поэтому они от греха подальше. Сказали ВИЧ, значит ВИЧ. Им плевать на человеческую судьбу. Это долг. Ритуал Вуду. Там мешочки нужно сделать и кое-что провести. Тогда очень быстро выплатите долг. Если тебе встретился такой человек, дорожи этим человеком, люби его и будь благодарна судьбе, что судьба тебя услышала и после твоих обращений не просто дала мужчину, дала просто спасательный круг, который тебя вытянет и вытащит, потому что ты одна бы просто погибла. Вот и скажи спасибо богам и силам. Не есть ли это новая жизнь? Я считаю, что есть. Пойдемте дальше. Дорогие Яна и Инга, хочу оставить отзыв, рассказать о волшебных свойствах того, что нам дает. Последний дослушай. Все, этот интернет меня уже достал. Дорогие Яна и Инга, хочу оставить отзыв, рассказать о волшебных свойствах того, что нам дает Инга. Ситуация, значит, такая. Я живу в Башкирии, у нас было сейчас 3 выходных, так как мы мусульманская страна, и празднуем Курбан-Байрам, по-моему, называется, или, ну, в общем, мусульманский этот праздник. Вот, суть в том, что у меня в субботу загорается чек на машине, у меня гольф. Загорается чек, это ошибка, это самый, наверное, страшный значок, который может загореться у тебя в машине, это значок двигателя. В общем, я в шоке, но никуда там в выходные я съездить не смогла, потому что все уехали, мои ребята, кому я обращаюсь насчет машины, кто на сплав, кто куда, короче, никого я не нашла. И ситуация складывается следующим образом, что во вторник, когда мы выходим все на работу, первый день, мне срочно приходится уехать в Уфу. Это на секундочку туда-обратно 300 с лишним километров. Я понимаю, что у меня не в порядке машина. Она едет, но что с ней, я не знаю. Ну, то есть есть какие-то неполадки, и причем серьезные, я чувствую это по оборотам. И я понимаю, что у меня очень жесткая необходимость. Я сажусь в машину перед поездкой, начитываю дух сопровождающий, одеваю на себя украшения, которое тоже научила делать Инга, рука отводящая, и еду в Уфу. Приезжаю, у меня все в порядке, у меня прекрасная дорога, у меня ничего нигде, она у меня нигде не встала, все замечательно. Сегодня утром я еду в сервис, и ребята мне мои говорят, они мне говорят, что у меня откручена одна свеча, и она держится там вообще у меня на каких-то там сопельках, свеча 4-го цилиндра. И
Собственно, я сначала не поняла, насколько это серьезно, но потом они мне объяснили, что вот такие свечи вылетают из двигателя, как с автомата Калашникова, пробивая даже капот машины. И они мне говорят: Кать, тебе так повезло, ты даже не представляешь, насколько тебе повезло, в каком Они не только капот пробивают, они могут и бензобак пробить. И машина может вспыхнуть, между прочим. состоянии, ну, вот свеча, и она держалась просто там, ну, грубо на соплях, извиняюсь за выражение, и она не пробила мне, ребят, двигатель. Ой, не двигатель, а капот. И они мне говорят, как мне повезло, а я сижу и понимаю, что, блин, просто я очень люблю Ингу, очень ее слушаю и стараюсь делать все, что она говорит. Низкий вам поклон, благодарность огромная. И вот эти шавки, конечно, это просто полный трэш. Я не буду вам говорить, не обращайте внимания, потому что у меня у самой тоже украли мою деятельность. Обращайте внимание, вы все делаете правильно. И самое главное, что все, кто делает, все четко понимают, насколько это мощно и сильно. И пусть они там хоть, я не знаю, хоть на голове ходят, но толку, конечно, от этого не будет. Спасибо вам большое, низкий вам поклон. Люблю вас, девочки, очень искренне, по-настоящему. Спасибо. И вам спасибо. Помните, когда женщина говорила, что бомбили самолеты Израиля, и ее сын летел в это время, она внизу делала ритуалы. И когда она сказала, что мой сын, когда приземлился, и сказал: мама, нас бомбили, и просто это было чудо, что мы не погибли. Мы вышли и начали целовать землю. И просто, ну, действительно бомбили. И самолет мог легко там загореться, это было нереально. И она была так счастлива, она мне писала, плакала, все такое. О чем я хочу вам сказать? Вы знаете, мой мудрый дед говорил: если народ тебя любит, то тысячи собак могут на тебя лаять, но они кусаться не смогут. Вот то же самое. Если мои работы реально работают, если люди меняют свою жизнь, ты им сутками говори о том, какая я нехорошая, но если люди это увидели и знают, если это люди, если они достойно приняли и поняли эту помощь, ты что хочешь им говорим, абсолютно наплевать на вас. Наоборот, вы у них вызываете агрессию и ненависть, потому что вы у них хотите отобрать эту надежду на жизнь, на человеческую хорошую жизнь. Понимаете? Вы хотите у них отобрать. Они вам говорят, что это работает, и это спасает им жизнь, а вы говорите: это все ерунда, и ваша жизнь ничего не стоит. Поэтому и не имеет значения, спасает или нет. Так что, дорогие друзья, тут даже не вера, Люба, я всегда говорю, не вера настолько важна, насколько уважение к силам. Вот делай и отпусти, понимаете? Делай и отпусти. Даже не сиди и не верь, получится или нет. Просто делай и отпусти. А вот эти алтари, которые я вам показываю, это для того, чтобы у вас развить вкус, чтобы у вас было стремление, желание добиваться своего и жить достойно. И достойно принимать силы судьбы, и достойно призывать богатство. Понимаете? Вот для чего. Чтобы вы поняли, что есть настоящая магия. Потому что, еще раз повторяюсь, та, которая в каморке будет сидеть, махать руками и писать на бумаге, говоря о привлечении великого богатства, такую даже слушать несерьезно. Потому что тот, который вас учит, как привлечь богатство, сам должен быть богатый человек. Как может человек говорить: я научу тебя, как стать богатым и преуспевающим, когда сам ходит в порванных штанах? Это реально? Нет. Это нереально. Как может тот, который не знает букв, говорить: я тебя научу мудрости мира и мудрые книги прочитаю? Вот это то же самое. Я это выставляю не для того, чтобы вас обидеть, а чтобы вас стимулировать. И ролики, и голосовые от людей я выставляю, чтобы вас стимулировать, чтобы вы стремились
к большему и получали. Чтобы вы не соглашались на малое в этой жизни, а хотели большее. Всем удачи, всех благ. И сегодня, естественно, постараюсь еще кое-что провести, потому что немного уменьшила свою работу как-то. Я так смотрю, мне вчера даже одна дура написала: ой, вы говорите, вы княжеского происхождения, а сами сказали, что у вас дедушка был малограмотный крестьянин. Идиоты. Да, мой дедушка был малограмотный крестьянин, у него не было возможности учиться, потому что он должен был помогать матери и сиротам, детям своим, то есть братьям. Так кто сказал, что княжеского происхождения все жили потом в этих хоромах? Княжеского происхождения люди и крестьянами становились, и в деревнях начинали жить, но у них происхождение было княжеское. И в то время не было возможности всем получить образование. Вы идиоты просто, вы дураки. Княжеское происхождение, это ж не значит, что мы все ходим с этими диадемами и коронами на башке. Это значит, что у нас генетика такая. Ну и что крестьянин? Да, крестьянин был. И бабушка моя была крестьянка, потому что жили в селе и работали на земле, да, и были крестьяне. И скот держали, как все, ну и что? Но мы-то знали, кто наши предки. И за что нас все время коммунисты пытались расстрелять. Но благородство-то никуда не денешь, но ум и интеллект никуда не денешь, но благородные черты лица никуда не денешь, правда? Идиоты вы, вот что я вам скажу. Всем удачи, всех благ и до встречи, дорогие друзья.